Кто, друзья, соскучился за Мадо Малти, смотрите, мы сегодня идем в маркет, сегодня воскресенье, воскресный рынок, мы всегда ходим всей семьей, чтобы купить на всю неделю. В общем, смотрите, Парам заходит в Мадо Малти для того, чтобы помолиться. Скорее всего, он делает это практически каждое утро. А оказывается, мой муж пропадает здесь. Ну, я шучу насчет пропадает, видите, он быстренько помолился и идем. Давайте немножечко покажу. Покажу, как здесь стало намного красивее. Картины появились новые. Столик. Есть изменения. У Мешбай. Вот этот вот мужчина сейчас на зарплате ищет, помогает искать клиентов. То есть у него ставка 15 тысяч. Что еще вам показать? Здесь, видите, покрасили. Тоже так симпатичненько стало. Наши цветы. Это все сажал мой дорогой муж. Дерево посадил. Осталось только дом построить. Доброе утро. Повернула камеру, чтобы с вами лично поздороваться. Я знаю, что вы любите такие спонтанные видео, поэтому я иногда снимаю. То есть абсолютно даже не знаю, о чем будет это видео. Иду и снимаю. Что вижу, то и снимаю. Да, еще пару слов хотела сказать по поводу Датта-Дженти, день рождения божества, которому Парам молится каждый день в Мадо Малти. Так вот, в этот день, помните, я снимала видео, как мы ездили в Мумбаи, специально покупать мне платье, наряд к этому празднику. Вы меня, кстати, извините, я себе нос намазала специальным кремом, у меня немножечко воспалилась эта дырочка. Так вот, этот день уже прошел, я немножечко совсем поснимала, мы с Артуром зашли туда ненадолго. Я вообще ненадолго, Артур, правда, остался потом поиграться с внучкой хозяина отеля, а Парам там провел целый день, с утра до вечера. С самого утра до вечера он помогал, участвовал во всем этом процессе. Но он мне сказал, что Парам говорит, что, мол, я чувствую, что у меня, как потребность такая, вот сколько лет я там работал, сколько лет мне помогало это божество, и сейчас я хочу отдать, как говорится, дань. Так, все, мы пришли. Сейчас буду вам показывать, что здесь можно прикупить в воскресенье. Good morning. Say Arthur properly. Where you? Это бабушка Артура, одноклассница, видите, стирает с утра, развешивает белье. Практически как я, каждый день, кроме воскресенья. Что по воскресеньям, по утрам мы ходим в маркет. Что ты хочешь, Артур? Бурячок. Артур говорит, купи бурячок. Он хочет выжать из него сок и заморозить с сахаром. В общем, так, значит, смотрите, очень много различных трав. Сейчас мы... Редиска такая, видите, здесь Махаблешвари красная редиска, а здесь вот такая вот корешок белый. Шпинат. Вот это я, честно говоря, даже не знаю, мы не покупаем. Похоже на заячью капусту. Огурцы. Очень хорошие огурчики. Сейчас мы их возьмем. Я, наверное, даже засолю. Парам, take more. Что-то мне захотелось соленых огурцов. Тем более скоро праздники. Надо будет готовить оливье. А это, ребята, знаете что? Это куркума. Корень, который потом сушат. Потом его уже превращают в муку. Вот так вот выглядит куркума изначально. И, кстати, соком этого корня можно протирать часть тела, где нежелательные волосы. И они со временем, эти волосы, будут исчезать. Вот так делают, во всяком случае, индийцы. Что этот парень хочет стать знаменитым. Парам попробовал чику. Такой фрукт. Очень-очень сладкий. Похож немножко на виноград, но сладко прям приторный. Я, честно говоря, не очень люблю. Ты любишь чику, Артур?
Выглядит как картошка. Только слишком круглые. How next time? Я говорю, Парам, не покупай, я не люблю чику. Ну и Артур не любит. А Парам такой, ты только что ли будешь есть фрукты? Мол, а я люблю. Но послушался, видите, не купил. Парам, I want this чирицу. А здесь I don't know, Парам. Я не знаю, как это готовить, эти палки зеленые. Как иногда что-то купят, и потом готовь как хочешь. И это, ну вот это вот я уже научилась бинс готовить. Действительно очень вкусно получается. Зеленый горошек тоже купим. Я вот очень-очень много зелени ем. Читала, что зелень для женщин вообще это кладезь витаминов. Это залог молодости. Нужно как можно больше есть всяких разных салатов. И все зеленое очень полезно. Особенно для женщин в таком вот возрасте. А, Парам бежит на рыбу, потому что рыбу могут сейчас... Или куда ты бежишь, Парам? Нам рыбу надо купить, потому что ее уже сейчас разберут, поздно мы пришли. И спрашивает, походу, грибы. Грибы сюда редко привозят, видимо, спроса большого нет. А мы очень любим. Я люблю делать жульен. Курица, грибы, сливки, сыр. Вот, видите, уже рыбы мало. Все разобрали. Будем выбирать из того, что есть. Kingfish है क्या? नहीं उधर है ना वो क्या दिखा? अक्का रखो. Слушайте, это как медитация. Можно смотреть часами, как они делают гирлянды из цветов. Артур, смотри, тут еще и прибарахлиться можно. Идем посмотрим. Ну, прикупить себе барахлишко. Джинсики, шортики для детей. По фруктам, друзья, у нас до сих пор продают яблоки, но они уже не вкусные, вообще не сочные, как пенопласт. Поэтому покупаем мандарины вот такие вот. Артур, слава богу, в этом году что-то на него нашло, и он полюбил мандарины. До этого он не ел, представляете? Или максимум заставлял меня чистить, чтобы я все косточки вытаскивала. Это было в прошлом году, прошлый сезон. В общем, мы их вообще практически не покупали, потому что почище он еще не ест. А сейчас ест нормально, как все нормальные дети. Так что, ну, друзья, по фруктам сейчас не очень. Вот в основном только мандарины. Вот такая вот у нас сейчас морковка уродила. Вкусная, сочная, полезная. Мы ее едим даже сырой с Артуром. Как еще можно мороженое сделать? Артур, вообще-то я мороженое никогда из буряков не делала. Это что-то ты придумал. Мы его, может, из мандарин. Мандарин сделаем. Замороженный сок он хочет. Из клубники, может, клубнику найдем. Вообще здесь в Индии сезон клубники, так же, как и у нас, в апреле и в мае. В эти месяцы, если вы поедете в Махаблешвар, вы купите клубнику очень-очень дешево, чуть ли не даром. Ну, нам так сказали. Ну и, соответственно, вообще, когда сезон, значит, полезная, без всяких разных там химикатов. Надеюсь, что мы поедем. Артур продегустировал зеленый горошек. Ну как, нормальный, съедобный? Что? Что ты машешь, Артур? Да так, ничего. Говорит, ничего, нормальный. Покупаем тоже зеленый горох. В основном мы его так и едим тоже сырым. How much Param green piece? 80 rupees kilo. 80 рупий килограмм. Я забываю вам цены говорить, ребята. Вам же тоже интересные цены. 100 рупий килограмм стоят мандарины. Что еще? And potato. Давайте что-то хоть спрошу. How much potato 1 кило? बटाटा कैसे किलो? 30 रुपए. 30 rupees. О, 30 рупий килограмм картошки. Все, ну основное я вам рассказала, так все так подробно не буду. Например, пучок вот этого амаранта 10 рупий, чирицы.
которую я очень люблю. Мне она почему-то по вкусу, вот когда я ее приготовлю, намазываю на бутерброд, я иногда масло туда могу и майонез добавить, могу яичко. И мне почему-то такое вот чувство, как будто бы я ем какой-то деликатес, как красную икру, ну что-то вот такое вот на меня находит. Не знаю почему, но вот ем как деликатес. Вот еще, друзья, урвали папайю, 50 рупий стоит. Это уже now this, да, парам ready? Уже готовая. Часто надо покупаешь, и потом еще она должна доходить несколько дней. Я это не люблю, потому что мы иногда забываем. И получается, что теряем этот фрукт из-за того, что сгнивает. Мы так арбуз раз забыли. И я узнала, что арбузы через месяц лопаются и растекаются. Это было что-то. Весь пол был залит. Мы не поняли, что это произошло, что это за жидкость, откуда на полу, откуда потоп. А потом поискала, оказывается, у меня под стулом лежал арбуз. Целый месяц. Дозревал. Встретили нашу знакомую бабушку. Но сейчас посмотрим. Застали ее за вот эти вот занятия. Окей, ну что, what you do? No, не надо. Не надо, мы только помыли. И могу только искупался с утра. Да, окей, so what you want to do? Она не поймет, что я делаю. Просто мы шли по дороге и увидели, что она с этим маслом стоит. Я говорю, Парам, давай же снимем, что она... Вот, видите? На волосы наносит масло кокосовое. Чтоб что? So for what you want after what this give? No, то есть теперь волосы будет легко расчесать. Как бальзам. Окей, thank you. Это, кстати, звезда. Не надо, ну блин. Все равно. Я не хочу. I have. No problem. Так ей хотелось на Артура намазать. Боже мой, как ей хотелось. Все, видите, идем домой с покупками. Парам, зрителям покажу, как ты тяжело работаешь, а то пишут, что ты лентяй. Some people think you are lazy man. Парам. I am not think about people. I live my life. Oh my God. В общем, ребята, Парам сам убирает номера, потому что этот парень, которого мы взяли в работники, в основном там, где у них вместе с Нисарбаем. В 5 номерах, которые вместе с Нисарбаем. Так еще Нисарбай, отец его припахал, как говорится. У них еще и магазинчик есть у Нисарбая, отца. И, в общем, тот парень там тоже на магазине помогает. А сюда он практически к нам не приходит. Ну, иногда, когда какой-то форс-мажор, если мы куда-то уезжаем, то мы даем ему небольшие поручения. Парам, why is that boy not come in? Which boy? What worker? They work there. You not keep here. You keep there. Ну, видите, говорит, он там в основном с Нисарбаем. Yes. Они напополам ему зарплату платят. И Парам часть, и часть Нисарбай. Ну и, соответственно, доход с тех 5 номеров тоже делится пополам. No, we take next room. Come on. Еще смотрите, у нас появилась надпись. Название этого бунгало Параб Хаус Матеран написано. Параб – это фамилия владельца. И видите, как созвучно с именем Парама. Параб, Парам. У Парама в деревне даже думают, что это его собственный отель. То есть они не расслышали, мол, Параб или Парам, ну его Парама родственники. И они уверены, что это наша собственность. Вот видите, сейчас в основном все уезжают сегодня, в воскресенье. Вчера отдохнули, а сегодня вот туристы идут на парковку и поедут домой. А, еще представьте, у нас вчера пара остановилась вот в этом номере. Они проходили мимо, увидели название отеля и решили здесь остановиться, потому что у них такая же фамилия, тоже Параб. Поэтому выбрали остановиться здесь. Представляете, как интересно, какие могут, казалось бы, мелочи повлиять. Вот, и еще вот, смотрите, у нас уже появились столики. Здесь, спереди
И с той стороны тоже стол со стульями. Ну, намного удобнее, конечно, себе сейчас гости нашего отеля могут сидеть здесь, общаться, выпивать, есть. А, Дайте, ну, вот казан уже на подходе. что вы дать? А, мы вообще с Артуром вышли коз покормить. Вот смотрите, у нас с виду обычный такой горошек. Ничего тут такого. А если открыть, то там перец. Вот. Может, не надо? В общем, Артур решил козу пранкануть, проверить, будет ли она есть гороховую шкурку с перцем чили. Ну, смотрите, еще просит. Даже не поморщилась. Давай еще. Но на самом деле перец чили полезен, его нормально. То есть вы не пишите, что мы издеваемся над животными. Все, уже нормальный даем, без приправ. Нормальные лушпайки. Парам закончил уборку и пришел меня учить, как правильно готовить. Как правильно готовить дал, похлебку чечевичную, и как правильно варить рис. Представляете себя, вот это вот он сегодня будет есть вегетарианскую еду, а это нам с Артуром рыбка. See how I make the rice. How you make very like liquid. The paste you make. This rice, see how this all. You count 1, 1, 1, 1. Like this rice I make. You possible count 1, 2, 3 like this. I make like this. This rice must be like that. Ну, так в чем секрет? Вот my mistake. Как-то вот я неправильно... put more water, что я more сильно oil. много воды. You dumb. This like Он хочет, чтобы рис был отборным, чтобы рисинку от рисинки можно было отделить и посчитать. Вот, и дал пора мне сказал, чтобы я в следующий раз готовила вот в этом вот кукер называется, чтобы я только так варила, а не просто в кастрюле. И предварительно, я предварительно и так всегда buy замачивала. one knife. В общем, друзья, сейчас Парам нарезает, This is very bad knife. нарезает очень плохим ножом, потому что он уже сердится, потому что Артур поломал нож. Короче говоря, помидоры, лук, сколько много лука, чеснока, это будет зажарка к этому далу. See, I show you dal now. How you make. See, this like paste. Now like paste. See. Разварился полностью. И You плюс must он, like this. еще добавил туда одно растение, которое я никогда не добавляла. You understand? You must. Now again I'm not saying. Okay? One Okay. time I give chance. Maybe писта. Пора мне покупает мороженое, и все это благодаря Артуру. В общем, благодаря учительнице Артура, которая придумала, то есть дала задание детям, чтобы они сделали, смастерили своими руками снеговика из вот таких вот палочек от мороженого. Snowman Stick называется это задание. Мы звонили, говорили, ну а где нам взять эти палочки? Причем, видите, какие-то такие не очень короткие нашли. Обыскались везде в магазинах, но я думала, может, их где-то продают или что-то. Что себе эти люди думают, когда такие задания дают? Причем за 2 дня. То есть за 2 дня нужно где-то отыскать вот эти вот палочки и смастерить. Спасибо. Это this is not, это же не этот You want big one? фиста. This is not фиста. Ну ладно, это не фиста. Фиста green must be. Фиста должна быть зеленая. О, пора. I found big. Смотри, я сейчас села за столик, кто-то тут до меня сидел, и у него, и вот осталась большая палочка. Пора. Пусть дают. Раз мы не просто так попросили эти палочки, а еще и мороженое купили. Мне, no, don't throw it. This is mine. Ого, Артур. Вот, Man stick. нашли. Дали нам большие палочки. Все, Mango. круто. Pasta. Арам, maybe you call this Свайбау мама. Мы звонили просто Да. маме Артура одноклассника, у нее интересовались, где можно взять. Ну, она предположила там один магазин, мы туда пошли, там нет. In video you say
You Вот. buy one small ice cream and you eat all Да. 50%. Купила одно мороженое и 50% еще и съедает. Go buy for you if you want. Ну, честно говоря, я не очень люблю, когда вот так вот что-то купишь и начинается. Дай попробовать, дай попробовать. Мне жалко. Ну, для тебя... It's more becoming unsafe. У всех очень пора. вкусно. Maybe you want, must buy for you. В общем, сынок у нас сегодня вечер будет занят. Будем мастерить этого снеговика. Причем спросили, позвонили, можно ли сделать какого-то другого снеговика. Но очень много всего, да, из ваты можно сделать, из картона. Нет. Вот это вот главное. Сказала, что нужно из вот таких вот палочек от мороженого. Так, друзья, давно в моих видео не появлялись вот такие вот гады. Змея, ядовитая зеленая змея. Самое страшное — это наступить на нее. Она переползала через дорогу. И, честно говоря, мы с Артуром даже не обратили на нее внимания, пока парень нам не сказал, который тоже шел. Говорит, смотрите, смотрите, змея. Ну, она зеленая, как будто бы ветка там или листья. Вот видишь, она как замаскировалась. Не движется. Снейк. Как на английском, на хинди, Артур? Сап. Людям показала, туристам. Пусть знают. Пусть знают, что надо быть осторожными. Poison, а ядовитая. Представьте, идем мы такие с Артуром, видим, впереди собака. Ну, действительно похоже издалека. Реально подумали, что это настоящий огромный пес. Потом, конечно, мы уже сообразили, что это пугало для обезьян. Игрушечное животное. Обезьяны могут подумать, что это настоящее. И, конечно же, испугаться. Здесь какие-то сладости, не сладости. Я не знаю, честно говоря, что это за еда. Но явно то, что нравится, в принципе, обезьянам. Но вот этот вот охранник не дает обезьянам схватить и убежать. Вот видите, как можно обезьяну надурить. Не трогай его, наверное, потому что... Тебе сказали не трогать этого пса? Потому что может обезьяны сообразить, что не с чем бояться. Что, мол, если увидит, что маленький мальчик трогает эту собаку, то обезьяна может понять, что это не настоящая. Потому что маленький, он вообще бы не дотронулся до этой собаки. А чтобы ногу сворачивать. Понятно. Это тебе сказали, пока я видео снимала, я не услышала. Женщина сказала Артуру, чтобы он не трогал этого игрушечного пса. Фу, друзья, не знаю, что сказать. У меня просто нет слов. Я уже устала ругаться, пока мы делали эту поделку этого Snowman Stick. Столько нервов я потратила, столько сил. Очень сложно было скреплять между собой эти палочки. Они еще и неровные, те, что нам достались. То есть их нужно было выровнять как-то между собой. Вот это все равно там какие-то зазоры. То есть мы и суперклеем, и этим зажигательным клеем. Что только мы не делали. Как это все было непросто. Но в итоге вроде как неплохо получилось. Это другое слово. Очень красиво. Покажи нормально. Вот. Да, и чтобы вы понимали, ребята, это не то, что у нас там с Артуром такое вот видение снеговика. Нас поместили в жесткие рамки и сказали сделать именно так. То есть нам прислали видео на ютубе, и вот именно вот так вот надо было сделать. Делай как хочешь, но чтобы получилось именно так. Вот. Что, Артур, что было самое сложное? Артур, кстати, молодец, он помогал. То есть это не то, чтобы я сама. То есть у нас, может быть, под чутким моим руководством делали вдвоем. Что было сложнее всего? Наверное, скреплять палочки. Пока мы скрепляли эти палочки, ты узнал новые слова. Вот такой вот у нас вечер воскресный. Я даже не снимала на видео процесс, потому что процесс был очень такой эмоциональный. Наверное, учителя Артуркины икали сидели. Так вот мы их вспоминали. Вот, ну все, мои дорогие зрители, до свидания, до новых скорых встреч. Пока. Нет, сейчас Артур еще кое-кого вам покажет, и тогда пока-пока.
Минуточку. Тю-тю-тю-тючка. Вот какой бочонок-то. Глазки уже открыл. Сейчас второго. Это второй. В общем, два ребятенка у нашей Джимми. Родила она 3, но на 3-й день один умер. Он вообще не пил, не лакал. Ну, ой, он укакался, Артур, неси его маме. Ай, фу, иди купаться. Все, пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.